Значит, англичане считают, в Оксфорде считают, что вы способны к самостоятельной общественной жизни, например, правильно оценивать сообщения из зоны АТО, из Украины, которые идут. Вот сейчас Корбана арестовали с утра. Как это правильно оценить? Если вы умеете хладнокровно рассуждать сами на 5 шагов и не позволять воздействовать на свой мозг всяким концепциям, от патриотических до антипатриотических, спокойно порассуждаем по признакам, правильно? Вы не разберете этот случай? Корбана? Потом. Давайте разберемся с куда более интересным случаем. Можно вопрос Да. практически? Да. Про Корбана я пост написал уже целый, посмотрите в Facebook. Да. На примере, опять же, Шерлока Холмса и Да. Ватсона, там есть очень хорошая фраза, когда Ватсон начинает строить такую огромную теорию заговора, Шерлок говорит: Ватсон, вы сейчас занимаетесь тем, чем занимаетесь часто, вы подбиваете факты под свою теорию, а не теорию строите по фактам. И я вот вижу вот на определение еще создать легко. Вот на второй фазе я у себя замечаю, я очень часто не могу объективно рассматривать что-то. И когда я начинаю строить логику, ум сам создает определенный мир, в котором эта логика абсолютно справедлива. Да, и это неверно. И вот как раз против этого мы активно боремся, и я сейчас прямо вам покажу главный секрет, на котором человек и человечество попадают в ловушку. Существует огромная экстраментальная ловушка, в которую мы попадаем. Вот после этого семинара вы уже никогда не будете прежними людьми. Я вам сейчас эту ловушку вскрою, вы поймете, какое количество колоссальных ошибок мы делали каждый день до того, как вы это узнали. Все не так. Знаете, как этот сидит старый программист такой, толстый с пивом, где-то там что-то программирует в таких зарослях проводов и так далее. Да, и к нему подходит молодой и говорит: слушай, я тут код написал, а он что-то не работает. Где у меня ошибка? Тот так: в коде, в каком? В генетическом. В каком? Генетическом. Да, так вот, типа, что не так? Все не так. Вот мы сейчас... Спасибо. Все, что уже можно рисовать. Ну потом, мне должно платить по идее. Спасибо. Есть такой онтологический аргумент Ансельма Кентерберийского. Онтология – это раздел философии, который занимается... Нет, онтология занимается тем, что в мире реально есть, а чего нет. Это очень непростой вопрос, что есть в мире, а что нет. Вот, например, мелодия. Она есть в мире? В каком виде она есть? Записана на нотах, она в одном виде, сыгранная в момент исполнения в другом ноте. Когда вы ее вспоминаете, она третьим образом существует. Что из этого реально существует, что нереально? Онтология, такой раздел. И это был монах-бенедиктинец, а бенедиктинцы – это люди с чрезвычайно утонченным вкусом. Знаете, Мон-Сен-Мишель, такое аббатство во Франции, которое на острове стоит? Мы 3 дня назад были здесь. Да, там скромное обаяние бенедиктинцев. А еще есть Монте-Кассино, есть в Италии. Это горный проход между Северной и Южной Италией, где во Вторую мировую войну немцы обороняли, и союзники год не могли взять, пройти это Монте-Кассино. Это, как правило, бенедиктинцы – это первое из монашеских орденов, 5500 там, по-моему, существует. Это 5 век. Святой Бенедикт, он граф был. Это, как правило, очень аристократичные люди, которые там удаляются в затворничество, и у них все на принципе такого изящного минимализма, обаяния просто нет. И, как правило, в очень красивых таких местах. Ансельм Кентерберийский был юноша, который шел по французским лесам, северным путешествовал, 11 век, его поймали, привязали к дереву, разбойники ограбили, и он сказал, что если меня, Господь, если ты меня освободишь, я типа уйду в монахи. Тут ехали мимо крестьяне, освободили его, он пошел в ближайший бенедиктинский монастырь на краю лесного озера, очень красиво, они всегда в отдаленных и очень красивых местах. И как бы там они занимались всякими делами, ему говорят: ну слушай, ты умный монахи, а ну-ка докажи нам существование Бога, потому что атеистов уже куча было и так далее. И они говорят, что Бога нет, Бог существует только в вашем воображении. И он написал онтологический аргумент, который является непревзойденным шедевром до сих пор рассуждения, как раз из 5 ходов он состоит. Мы его сейчас разберем. Все очень просто, предельно просто. Это является примером классического рассуждения по аристотельским критериям. Определение, доказательства, выводы, формальная логика. 5 шагов. Смотрите внимательно за руками. Если кто-то атеист и хочет возразить, сразу возражайте, кричите, говоря: Аристотель шарлатан и всякое такое. Ансельм еще хуже. Или наоборот. Но пока рассуждаем. Смотрите. Шаг номер 1. Он говорит: а давайте этого вашего Бога определим. Поскольку нам надо доказать, что он реально существует, онтология – это же раздел, занимающийся существованием, мы говорим: давайте представим, что Бог – это самое совершенное существо на свете. Это одно из его официальных определений. Правильно? Бог самый совершенный. Он, конечно, еще мудрый, он, конечно, еще благостный, но нас интересует то, что он самый совершенный, потому что совершенство имеет отношение к наибольшей полноте, да? Наиболее полному. Да? Такое. Представим.
Не вопрос. Шаг номер 2. Этот ваш атеист, он говорит что? Что Бог – это существо, которое сидит в коробочке нашего ума, а в реальности никакого Бога нет в памяти. Правильно? Правильно? Правильно. Шаг номер 3. Он говорит, что давайте сравним теперь два существа. Одно существо, которое сидит в коробочке, а в реальности его нет. И второе существо, которое есть и в коробочке, и в реальности. Сравним. Да? Шаг номер 4. Какое существо более совершенное, более полное? То, которое сидит только в коробочке, или то, которое есть и в коробочке, и в реальности? Но ясно, что тот, который в реальности и в коробочке, его больше, чем тот, который в этом самом. Шаг номер 5. Бог существует в реальности с необходимостью. Все. Просто и изящно. Значит, Бог самое совершенное существо. Правильно? Бог самое совершенное существо. Возражение идет. Это же классический теологический метод. Аэт квю, сет контра и пошло-поехало. Да? Твое слово против моего. Ну, диспут, открытая дискуссия, все аргументы на стол, все должно быть прозрачно, чисто, никаких там этих самых. Значит, вот, Бог самое совершенное существо. Согласен? Согласен. Понятно. Пускаемся в рассуждение. Если это так, то что получается? Что вы говорите, оппонент говорит, Бог это он только в вашем воображении. Его нет нигде за пределами воображения. Давайте сравнивать два существа, которые только в воображении, и которые и в воображении, и за пределами воображения. Подставляем под определение и понимаем, что согласно этого определения, существо, которое и в воображении, и в реальности, оно совершеннее, чем существо. Да, превосходит существо, которое только в воображении. Это значит, что Бог с необходимостью есть в реальности. Да. Что? Последнее, произнесите, пожалуйста. Это значит, что Бог с необходимостью существует в реальности. С необходимостью. С необходимостью. Чего? Как почему? Потому что он более совершенный, чем... С необходимостью чего? Ну, просто есть необходимость. С необходимостью следует. Вот с необходимостью следует, что полковник не мог выкурить эту сигару, у него большие пышные усы. Вот с такой же необходимостью Бог существует. Вообще у нормальных людей это вызывает бурный протест и желание кидаться этим самым. Давайте, возражайте. Да. О, хорошее возражение. Давайте еще, чтобы мы сейчас, вот чем хороши возражения? Их нужно нам побольше, чтобы что? Мы уловили все ментальные ловушки, которые... Сначала, если мы все согласны, что Бог это совершенство, тогда идет дискуссия. Да, это согласны, тогда идет второе утверждение. Да? Давайте так интересно. Если нет, тогда... А если нет, это другое рассуждение. Да, тогда переворачиваем лист. Это, понимаете, вот одна из самых главных ловушек, на которую всегда все попадаются, и одно из самых главных ментальных паразитов, которые нам мозги выедают и разрушают, заключается в так. А почему вы считаете, что Бог самое совершенное существо? Кто вам это сказал? И что такое совершенство? И что такое существо, и что такое совершенство, и так далее, и так далее. И типа, это не правомочное рассуждение at all, теперь, отсюда и навсегда. Это выглядит точно так же. Вы садитесь навигатору и говорите, отвези меня на улицу там, Фридрих Маркса, Карлстрассе 112. А навигатор говорит, а почему ты ставишь передо мной это дурацкое задание? Существует еще 1000 других улиц, почему я должен ехать именно на эту? И так далее, и так далее. Существует вообще, что такое улица, давай определим. И прочее. Я не хочу, почему, что это за свинство? И все, и получается, что вы не можете доехать в этот пункт, потому что навигатор против этого возражает. Я открываю вам секреты, подождите, секреты мышления. Первый секрет, первая ловушка, сейчас мы разберем, заключается в чем? Смотрите, то, что я говорю, это непроходные вещи. Это то, что портит нам жизнь, всем. Как цивилизация, так каждому отдельно из нас. Это более важная информация, я думаю, вы не слышали до сих пор никогда. Это ключ ко всем нашим бедам и победам сейчас. Услышьте меня внимательно, это очень важная вещь. Нам надо десакрализировать разум. Сначала люди верили в Бога, потом просветители это отменили. Так у нас встает вопрос, а верили ли? Подождите, да. Просветители это отменили, поставили, Бога отменили, на его место поставили божественный разум человеческий. И с тех пор мы живем в ментальной концепции, внутри контура ментального, с конца 18 века. А потом нас добило еще советское просвещение нас с вами, которое гласит, что ум, он типа вот как Бог, он сакральный. Человек должен быть умный, партия знает, что делает, и так далее, и так прочее. Его надо десакрализовать и сказать, что ум и рациональное рассуждение – это один из инструментов, как вилка. Вот у меня есть котлета жизни, я могу ее этими вилками съесть, я могу взять другие и другой вилкой, ножом съесть другой формы. Не проблема. Десакрализуем мышление. Мышление – это всего лишь инструмент, как навигатор.
Вы даете, вот у меня есть вопрос, я хочу попасть на улицу там, Фридрих III штрассе, хочу попасть, и я даю задание доехать туда. Все. Наличие других улиц, наличие возможности лететь на самолете, идти пешком, это никак не касается данного конкретного задания. Это всего лишь задача, которую вы всего лишь поставили в этих обстоятельствах, всего лишь для своего мозга. Не надо думать во все стороны сразу, и от этой ловушки надо уходить. Это отсутствие дисциплины ума. Потому что человек как мыслит? Вот он столкнулся с лужей на улице, да? Вот тут. Шел Вася, наткнулся на лужу или Маша, и что его делает мышление? Он начинает обсчитывать ветки вариантов. Значит, обойти, не обойти, перепрыгнуть, повернуться, пойти другим путем и так далее, и так далее. У нас ветвистое мышление. И мы в логику этого, мы начинаем обсчитывать варианты, причем человеческое подсознание делает феноменальные вещи. Оно 10 в 28 степени вариантов может обсчитать за 1,5 секунды. Посмотрите, а может и быстрее. Мозг обладает феноменальными способностями в этом отношении. Ну, как шахматисты обсчитывают варианты, да? Мгновенно. Так вот, мы попадаемся в эту ловушку. Это одна из важных принципиальных ловушек человеческого мышления. Хочется обсчитывать сразу все варианты. Не надо этого делать. Нужно иметь дисциплину ума, чтобы честно пройти по тому варианту, который вас, и по этим правилам, который вам нужен прямо сейчас. Например, ответить на вопрос, почему у меня мало денег в данных конкретных обстоятельствах. А потому что если вы начинаете обсчитывать варианты, а нужны ли мне вообще деньги, а что такое деньги, а кто я такой, для чего я живу на этой земле, это не рассуждение. Это мы впадаем что? В ловушку ассоциативных рядов этих. Взяли себе мужество обсчитать, ответить на вопрос, почему у меня мало денег. Честно его обсчитывать. Или куда поступать. Или что, любой вопрос. Во всем этом рабстве? Потому что очень много людей не хочет, вернее, очень много вещей в тонком мире, субъектов, не хочет, чтобы мы, концепции, не хочет, чтобы мы рационально мыслили. Рациональное мышление обладает очень неприятным для них свойством. Оно реально изменяет информационный мир, ноосферу, реально меняет. Они переживают это так, что у них там рай небесный, они живут, кренделя и все остальное. Вы тут вторгаетесь, начинаете наводить свои порядки. Нет, Конечно, это очень хорошо. конечно, они против. Ну, чтобы вы понимали, в советское время как бы сплавляли из Карелии под Ленинград, сплавляли лес по речке. И теряли 25% этого леса. В Советском Союзе это была допустимая норма. У финнов целая фабрика мебельная работала на том лесе, который случайно относится на избытках этого самого. Человек, если неправильно мыслит, вокруг он выделяет, кучу энергии теряет. На эту энергию присасываются разные товарищи, которые заводят себе семью, детей, строят мебельную фабрику, да, и вдруг вы решаете это все почикать. Понимаете? А ясно, что они возмущаются. Они говорят, нифига себе, мы тут жили, не тужили. Ты нас честно нес хозяин, а теперь хочешь от нас избавиться. Подождите, мы возражаем. Вот и все. Поэтому очень много противников. Это как-то мешает тогда этой гармонии как личности таким ординарным путем идти к этой цели. Какой гармонии? Ну, например, я хочу денег. Не я хочу денег. А мы помним, что начинается все не с желания, а с вопроса. Почему у меня мало денег? Или, например, почему я хочу денег? Или что, их не хватает? Все начинается с вопроса. Рациональное мышление начинается с задавания себе вопросов. Понимаете, да? И ловушка номер 1 – желание пойти и отвечать на все вопросы сразу. То есть поехать во все улицы одновременно. Ну так не хочется, потому что я хочу в гармонии. И от этого надо удерживаться. Потому что рассуждение – это всего лишь инструмент. Как вас зовут? Как вас зовут? Лариса. Получается, что вы пытаетесь ехать по навигатору во все адреса одновременно города Ну Франкфурта. так говорите, мое тело, или как вы говорите, Да. человек. Человек, вот смотрите, рациональное мышление начинает менять, вот вы очень правильно сказали, видно, как вас это колбасит, Да. и это очень хорошо. Почему? Потому что это означает, что тело уже устойчиво, организм существует устойчиво уже в форме, когда рациональное мышление его непринятно. Если вы начнете рационально мыслить, вы себя переделаете в физическое тело. Я вам гарантированно гарантирую, что если вы перейдете на эту привычку, вы избавитесь там от ряда нюансов, которые вам ваше тело доставляет. Это просто отличный способ себя оздоравливать, среди прочего. Вы переходите на более высокие вибрации, когда вы так можете мыслить. Есть еще 3 способа использовать свое сознание, мы о них позже поговорим. Хотя они не являются темой семинара, но мы по предложению о них упомянем. Их много, этих способов. Это всего лишь один из. Надо владеть всеми 5. Так вот, просто этот наиболее репрессированный в нашей культуре. И я проходил эту стадию, когда я пытался учить себя рационально мыслить, и других рационально мыслить, тебя физически выколбашивают, потому что тело трясется, переходя на другие вибрации, более тонкие. Мозги освобождаются. Вы, грубо говоря, вот эти все электроды начинаете выдергивать у себя из головы. Не подгоняете факты под этот сам. И ловушка номер 1 – то, что хочется мыслить сразу во все направления. Ловушка номер 2 – сразу пытаемся что? Возразить против определения. А с чего вы взяли, что Бог – это самое совершенное? А что такое вообще существо? И так далее. Почему мы это... А что такое совершенство? А давайте переопределим.
И вот тут люди попадают в очень интересную штуку. Математики есть в зале? Теорема Геделя о неполноте, известно? Теорема Геделя о неполноте о чем говорит? Что не существует замкнутых аксиоматических систем. То есть ни одну систему нельзя объяснить из самой себя. Ни одну. Получается, что есть система какая угодно представлений, а как минимум одна аксиома должна быть за ее пределами, которая берется на веру. На веру. Например, когда мы приходим в кассу и даем продавщице 200 марок, 200 этих марок, 200 евро, она может сказать, я ничего не брала, давайте еще. Ну, в Германии это не так актуально, а в Украине до сих пор по ночам покупают вот такие окошки в ларьках, знаете, там пустая улица, никаких видеокамер, нет свидетелей, ты можешь сунуть туда 100 гривен, а тебе говорят, я не брала, извините. Какие у вас доказательства? Как вы будете доказывать, что она брала? Никак, ну только грубо сильно. Но тем не менее мы это делаем каждый день, на веру. Понимаете? И так далее. И только когда мы отдали в автомат карточку, а он ее не вернул, тогда мы начинаем понимать, что жизнь сложнее устроена, чем мы привыкли думать. Так вот, не существует замкнутых аксиоматических систем, нужно хотя бы одно положение, которое берется на веру. Здесь мы берем на положение, мы не рассматриваем, что такое существо, мы не рассматриваем, что такое совершенство, потому что мы никогда не прекратим тогда двигаться вперед. Не получится рассуждение. Это еще одна ловушка. Не взять аксиому, а попытаться уже бороться с аксиомами, это всего лишь препятствие к тому, чтобы рационально рассуждать. Надо определить перед каждым рассуждением, какую аксиому мы берем на веру. Да? С чего мы отталкиваемся? Мы берем на веру и рассуждаем. И не надо это сакрализировать, не надо проверять, а верно ли это аксиома в самой последней своей инстанции или нет. Просто берете и рассуждаете, исходя из этого. Иначе ничего не получится, не сможете двигаться. Потому что, почему я мало зарабатываю денег? А что такое деньги, в конце концов? Это так можно год рассуждать, и никуда не придели. Почему я по-женски несчастлив? А что такое женщина, что такое счастье? Иногда это очень полезно, базовое основание пересмотреть, иногда это никуда не ведет. Так вот, как минимум одно положение. А вообще-то вся геометрия стоит на 4 аксиомах, если вы знаете. Да? Это греки открыли эту фишку, что всю систему знаний надо сводить к как можно меньшему количеству аксиом, но все равно как минимум одна есть. А вообще, честно говоря, нет ни одной, по-моему, я не знаю, по крайней мере, ни одной системы знаний, положений, которая стоит хотя бы на одной аксиоме. Это был бы такой идеал уже, что капец. А как минимум 3-4 там базовые аксиомы есть. Yes? Но, да. С другой стороны, общество нам навязывает определенные аксиомы, если я с ними не согласен. Да, и это получается, что вас воспитывают с детства определенной концепции. Был такой Герберт Маркузе, такой знаменитый дядька, очень немец, представитель школы, франкфуртской школы неомарксизма, между прочим. Он в Америку потом уехал. И он, описывая ситуацию современную, сказал, что он идеолог был в революции сознания 1968 года и там вдохновлял парижских студентов бунтующих. Он сказал, что человек воспитывается в системе преформирования сейчас. Грубо говоря, он подвергается такому воздействию, что уже в животе у мамы он уже формируется как готовый член общества. Он выходит готовым практически членом общества, а садик и школа только доделывают это дело. При формировании идет, он же слышит через пузо, о чем идет речь, да, что играет по радио, какие мысли внушаются. Более того, вся вот эта вот система, в которой мы живем, уже его преформирует. Конечно, мы не свободны. Мы с этого начали, что мы не свободны. Софт не нами поставлен. И не для наших целей он поставлен. Если мы сами не переставим, ничего не будет. Мы проживем чужую жизнь, выполним чужие цели, только не свои. Понимаете, да? Ну да, но с другой стороны, вы навязываете сейчас вот определение вроде бы как нам дано, и мы должны с ним смириться. Хотя, может, мы... Что? С чем смириться? С определением. Мы не должны смириться. Вы можете произвольно брать на веру или не брать. И вот здесь мы приступаем к самому, помните, я вам обещал вам мега-открытие всей жизни. Мега-открытие заключается в том, что мышление – это волевой акт. Это не предмет рациональной аргументации. Рациональное мышление, как и любой выбор, это волевой акт. Выбор воли. Воля идет сначала, а потом мы начинаем пользоваться. Нет абсолютно никакой разницы, выберете ли вы своей волей аксиому, что этот мир создал Бог, или аксиому, что этот мир создал большой взрыв. Рациональных аргументов в пользу первого и второго предостаточно или недостаточно абсолютно. Вы волей выбираете аксиоматическую систему представлений, из которой вы исходите. И только потом вступает в действие рациональное. Понимаете? А мы все находимся в экстраментальной ловушке, которая гласит то, что рациональная наука доказала, что Бога нет, что это суеверие, и что вот есть аргументы в пользу того, чтобы вот пользоваться рациональным умом. Никому в голову не приходит, что в тот момент, когда вы аргументируете себя пользоваться рациональным умом, вы уже пользуетесь рациональным умом, и получается змея, кусающая себя за хвост. Сначала идет волевой выбор, вы волей себе, вы просто говорите, я так считаю, вот я исхожу из этого.
волей. Понимаете? А потом уже начинается рассуждение. И вот там уже надо пользоваться рациональным умом. А сначала заставить рационально объяснить себе, почему надо пользоваться рациональным умом, вы не можете доказать себе. Еще раз услышали? Базовые аксиомы вашей жизни и представления о нашей жизни мы выбираем волей. Это я вам вкратце излагаю историю пророка Мухаммеда, пусть Аллах его благословит и приветствует. Он, когда ему Джабриил, архангел, наговорил Коран, он же ходил и всем этот Коран предлагал, все говорили, ты что, с ума сошел, что ли? Идиотизм сплошной, да. И так далее, язычниками были просто. А потом он однажды сидел грустно, я сильно, конечно, упрощаю, но он сидел грустно под деревом, и вдруг поднимает глаза, стоит вокруг 20 ансаров, первые сподвижники. А они были все мужики, повоевавшие там по 20 лет, профессиональные воины. Порубавшиеся как следует, да. И они говорят, ты знаешь, мы решили следовать за тобой. Он говорит, вы поверили моим словам, да? Он говорит, нет, не поверили. Он говорит, подождите, вы как-то, у вас логические рассуждения доказали, что я прав? Он говорит, не-не-не, с точки зрения логики это полный идиотизм. То, что ты говоришь. Он говорит, ваш жизненный опыт убедил в том, что у меня есть рациональное зерно в этих словах. Он говорит, нет, весь жизненный опыт нам говорит, что все не так обстоит. Так почему? Он говорит, мы так выбрали просто. Мы так захотели. Потому что мы 20 лет воюем, мы видим, что весь этот мир как-то не так устроен. Мы решили поискать причину за пределами этого мира. Единственная система, которую мы нашли, это та, которую ты излагаешь. Поэтому мы решили, что отсюда и навсегда мы живем по правилам, которые ты излагаешь, и мы хотим посмотреть, что из этого получится. Это наш свободный выбор. А потом они умом начали себе обосновывать. Я когда-то, у меня был период, когда я интенсивно консультировал мужчин, как надо обращаться с женщиной. Скажем так, был такой запрос, много мужиков, я рассказывал, что вы делаете, мальчики, одну очень большую ошибку, мужчины. Вы пригласили ее на свидание, вы смотрите ей в декольте, или на губы, как она их облизывает, или между коленок пытаетесь попасть. И представляете, как вы с ней спите. У вас картинки воображения, бедная девушка сидит на это все смотрит, думает, боже, когда это все кончится? Зачем я только пришла? Это ошибка и жуткий невроз. А что надо делать, я говорю? Вот вы делаете все то же самое, что делают там все нормальные люди. И это ошибка номер 1. Смотрите, как это работает. Я параллельно читаю семинар про силу намерения, который у меня есть. Мы об этом очень подробно говорим 3 часа, но я вам 3 минуты расскажу. Помните дерево вариантов, которые человек обсчитывает, да? Встретив лужу. Обойти, обскочить, кинуть, найти доску, перекинуть, пройти и так далее, и так далее. Есть 2 вида намерения, сила, да? Одно заключается в чем? Чтобы выделить этот вариант и продавливать его любыми препятствиями. Сколько вот солдат не положим, но Зиеловские высоты возьмем. Пусть 300 тысяч погибнет, но мы вот возьмем, да. Это вот один вариант. Это неправильный вариант. Правильный вариант, что такое намерение, знаете, как работает? Вы просто представляете себе то будущее, которое вам важно, и отсекаете все альтернативные варианты, просто не допускаете. Не надо напрягаться. Вот вы сидите и напрягаетесь. Вот я на вас смотреть не буду. Сидите и напрягаетесь. Как я ее трахну? Я трахну ее или нет? Получится или нет? И слюна течет, и на вас просто страшно смотреть. Пугаете бедную женщину. Не, может и получится, но какой ценой? А работает это наоборот. Вы просто отсекаете варианты, когда вы не переспите. Нет такого будущего, где вы не переспите. Все. Нету такого варианта. И тогда что? Вы мгновенно расслабляетесь. Или не мгновенно, но расслабляетесь. Потому что вы гарантированно переспите. Неважно когда. Все равно, это гарантированно. Будущее гарантированно. И что? Вы начинаете видеть в ней живого человека, у которого, оказывается, есть собственное мнение, у которого есть чувства и эмоции, о которых можно поговорить. Вы сходили в кино, так можно спросить, понравилось ей кино или нет. Что она чувствует, комфортно ли ей, удобно ей и так далее. Просто разговаривайте как с нормальным человеком. А лучший комплимент, который можно сделать красивой женщине, это какой? Поговори с ней как с человеком. Да просто поговорить как с человеком, вот и все. И все, и не надо дергаться, оно же гарантированно получается. И так во всем. У многих получается после этого. Так вот фишка в чем? Что если вы хотите заработать миллион, надо просто исключить будущее, где у вас нет миллиона. Вот. Исключите будущее, где у вас нет миллиона. Просто уберите его. Все. Не надо, согласно рецепту фильма «Секрет», визуализировать себе миллион и Audi 7 Quattro. Да? Не надо. Или яхту. Надо просто исключить будущее, где у вас нет яхты. Нет этого будущего. Как вы можете даже не задаваться вопросом, как вы его получите. Просто нет такого будущего. И тогда просто работает. Да. Да не ставьте его, просто исключите другие варианты, где у вас этого нет. Все. Понимаете? И все. Вот моя мама 2 вылечила себя от рака. 2. Причем крайний раз это был рак, метастазы по лимфоузлам. Врачи развели руками, 4+, до свидания.
Я очень помню, как она принимала решение, умирать или не умирать. Она сидела на кухне и говорила: так, умирать? Не буду умирать. Внуки там еще не поступили, квартиры не куплены там, и так далее, и так далее. Не, буду жить дальше. Через полгода ни одной метастазы. Без лечения. Нет, она честно ходила на все процедуры, без вопросов, но врачи сказали: ходить, не ходить, толку не будет. Я помню, как они со мной отцом разговаривали. Израильские врачи говорили, что мы не будем вас обманывать, вы же взрослые люди, мужики. Или Типа. установку неправильно изначально. Они не дали, они сказали: мы как медики ничего не гарантируем, поздно, уже это не лечится, уже забудьте, все. Да. Ну, можно вылечить, когда рак легкого, там одного, да, парный орган. Но метастазы по лимфоузлам, простите. Тем более, это же второй раз онкология, не за 10 лет до этого было еще. Она сказала: не буду умирать, и все. Нету такого будущего, где я умерла от рака. И нету этого будущего, уже много лет. Понимаете, да? Так вот, фишка в чем? Выбор аксиом, в который вы верите, производится волей, намерением, а не рациональным умом. А что делает человечество? Мы находимся в экстраментальной ловушке. Контур, в котором мы живем, огромный, заключается в том, что мы пытаемся умом себе доказать, вернее, объяснить себе, в какие вещи надо верить нам самим, из чего исходить. Это большая лажа. Не существует рациональных аргументов в пользу выбора аксиом. Эти аксиомы потом можно проверять на все лады и нужно проверять рациональным умом, но изначально они выбираются волей. Вы просто решаете, что так. Знаете, что такое истинно мужское поведение, которое очень любят женщины? Да и мужики тоже. Ну, я вам расскажу, что это такое. Вы говорите: вот дело будет обстоять вот так. Все. Может, найдутся люди, которые скажут: а я не согласен. И что ты будешь делать с этим? Я сказал, что оно будет так. Что дальше? Но я не буду в этом участвовать. Ну, ты будешь не участвовать, а оно будет обстоять вот так, без тебя. Я буду делать противоположное. Ну, давай, делай, посмотрим, у кого что получится. И так Я далее. не буду участвовать в том, что он хочет. Я вам привожу пример. И он не сможет это сделать. При мне разговаривали строители с моими друзьями, муж и жена. Они решили отремонтировать загородный дом. И муж говорит: я хочу вот так, прораб объясняет вот так, вот так, вот так. А жена говорит: а я хочу вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Совсем по-другому, не так, как муж. И прораб, он же, они же хитрые, они должны отгадать, кто платит, да, к тому надо подлизываться. Но и в то же время не обидеть второго. То есть они такие хорошие психологи. И он на нее, на него, на него, на него, на нее, на него. А я смотрю со стороны, наблюдаю, я был в гостях, потягиваю пиво и смотрю за этим всем. Да, ну думаю, как же они, интересная ситуация психологическая, я смотрю, как они отреагируют. И что делает этот мой товарищ? Он говорит: так, смотрите, прораб говорит: так как будет? Он говорит: будет так, как захотела моя жена. Так, как хочет моя жена. Вопрос: кто принял решение? Мужчина. А будет так, как хотела жена. Вот вам идеально. Поэтому вы понимаете, да, это вот типичный, он просто берет за аксиому так, как хочет его жена, исходя из своих соображений. Но решение это принимает волевое он, хотя аксиомами является то, как дом хочет переделать жена. Понимаете, да? Все довольны, все счастливы. Я потом поехал, потому что они собрались бурным сексом заняться прямо на моих глазах. Мне стало неудобно ее увидеть. Жена была в восторге. Так вот в чем фишка, что, еще раз, одна из главных ловушек мышления, если не самая главная, в которую мы попали с деятельностью просветителей, а потом с советским просвещением, заключается в том, что мы пытаемся рационально использовать свой ум там, где его не надо использовать. Когда у нас не на выборе аксиом, система вот этих основополагающих точек, и на них строить здание. А когда у нас не получается это сделать, а это ни у кого не может получиться сделать, тогда что получается? Мы разуверяемся в том, что он хоть на что-то способен, откладываем его в дальний ящик и вообще им не пользуемся. Вот и все. Раз ничего не понимаю, вообще не буду пользоваться. Буду как жить? От интуиции. Интуиция — это третий способ использовать ум. От прозрений, когда я останавливаю мозги, у меня внутри спокойное горное озеро, я делаю вот так, задаюсь вопросом и жду, пока проступает суть вещей сама. Или я задаю вопрос пространства: Господи, покажи мне там, или мироздание, покажи мне намек, нужно ли мне ехать там к Васе. Если у Васи красная машина, и вдруг красная машина попадает в аварию: о, я точно не поеду к Васе. Там, либо монетку бросаем. Это четвертый способ использовать ум. Вот, и так далее. А есть такая штука, как рациональное мышление. Она делает такое количество полезных вещей, что он просто не устанешь перечислять. Одна из самых главных полезных вещей, которую она делает, рациональное мышление дает человеку совершенно реальный жизненный опыт, как будто он это пережил, ту тему, которую он рассуждал. Грубо говоря, человек правильно
порассуждавший о войне, получает ровно такой же опыт, а может быть и лучше, чем если человек, который воевал. Я видел людей, которые 3 войны прошли, как были дураками, так и остались. Поэтому, поэтому китайцы говорят, мудрец может познать мир с завязанными глазами, сидя в темной комнате. Он просто наблюдает за тем, как он мыслит, и делает определенные выводы о мире. Понимаете, да? Что рациональное мышление очень много дает. А теперь смотрите, что оно еще дает. Наш человек обычно обладает системой доступа вот в разные области этого коллективного бессознания. И им пользуется радостно здесь, у него есть умение художника, у него есть тонкая интуиция, которая не дает ему по жизни связываться с плохими людьми, например, и способности к изучению иностранных языков. И еще какие-то навыки, да? Лучше выделяющие его среди прочих, там, на которые он опирается и так далее. Наведение порядка внутри этих сфер. Соединение этих сфер между собой и получение систематического, системного эффекта. Расширение этих сфер дальше, то есть углубление способностей. Я знал один язык, теперь знаю 8. И расширение всего контура ваших знаний достигается только рационально, путем рационального мышления. Никаких других способов не существует. Ну, кроме прямого божественного озарения, если Бог вскрывает черепную коробку там, и импульс посылает, тогда да. Но на это надеяться как бы. Хочет пошлет, хочет не пошлет. Просить можно, а как получится, неизвестно. Только рациональное мышление. Более того, когда человек начинает рациональное мышление с Богом? Конечно. Ну, как же, вся западная теология, в которой мы живем, это история рационального мышления. И получается, что вы живете, мы живем там в Киеве, ну, как бы пользуемся. Получается, что когда мы начинаем рационально мыслить, у нас происходит что? Замещение чужих программ своими. Внутри начинается строиться такой стержень, то, что называется внутренний стержень. И человек, способный рационально мыслить, может начинать черпать силы из самого себя. Силы, уверенность, устойчивость жизни, ему не нужно прибегать к концепциям. Не нужно прибегать к концепциям, значит, он постепенно выдергивает провода из своей головы, которые ему управляют, и становится, да, и становится прямо ходящим, сам ходящим, независимым. И какое бы страшное событие вы ему не принесли, и как бы вы его там не пугали, он посмотрит на это все и скажет, ну, очень страшно, сейчас отдаем борщ, и ты увидишь, какая у меня истерика. Но это же скучно. Вы думаете? Я вам скажу, что настоящая жизнь только начинается. Ты же один. Почему? Один, а кругом много дураков, знаете, как Да. За ними так забавно наблюдать. Кроме того... Нет, это не круто. Я же человек, у меня же... Ларис, надо просто создавать общество себе подобных. Таких же, да? Вот мне было одному скучно, я начал искать себе подобных и создавать себе подобных. У меня в Киеве работает философская школа, где каждое занятие выглядит вот так, только мы движемся дальше. Как этот семинар. А кроме этого, я сейчас, например, буду вести оксфордские дискуссии, так называемые. Это когда 3 команды будут собираться по возвращению. И 2 дискутируют по какому-то вопросу, а 3 судит, как судьи. И потом все меняются. За цикл, там, за 4 часа каждая побывает, каждый год. Чтобы люди тренировались. Моя задача, одна из подзадач, перевести украинский социум на рациональную коммуникацию. На вот, давайте обсуждать силу аргумента, культуру аргумента. Все в открытую. Потому что, иначе мы не вылезем из клубка проблем, которые у нас есть. Мы все находимся в ситуации, когда у нас перышко, 100-метровая скала, и мы должны этим перышком эту скалу. Если я вообще ничего не делаю, Нет, вот началось. как-то не камильфо. Будет вот так. Все. Ну, вот этого недостаточно было? Еще один какой-то вот прям. Ну вы предложите, мы рассмотрим. Это вот суть самого, то есть еще раз повторить. Решение любое. Возьмем. Давайте, задайтесь вопросом. Мы помним, да, что нужно поставить цель мышления. Для этого надо задаться вопросом. Какой вопрос интересует? Давай. Ну, да, с денег. Подождите. Что значит начнем с денег? Это не вопрос. Задайтесь конкретным вопросом. Почему у меня мало денег? Что такое деньги в принципе? Почему молодые? Да. Почему у вас мало денег? Но вы хотите превратить это в индивидуальную консультацию? Нет. Это некорректно по отношению ко всей группе, этой самой группе. Давайте давайте не умозрительный пример возьмем, а реальный пример, который нас всех интересует. А можно эти 5 шагов еще раз сформулировать? 5 шагов нельзя сформулировать. Их можно сделать на данном конкретном рассуждении. А секрета каждого шага не существует. Существует только алгоритм аристотелевский. Берем одно и то же определение, формальную логику выполняем и доказательства подводим под каждый шаг. Ну не под каждый шаг, а под главный шаг. Есть простой вопрос. Почему на нас нападает Путин? Такой пример. Давайте рассмотрим, почему. Он не заслужил, чтобы Ну какой-то давайте зададим вопрос, который всем интересен. Почему взяли Корбана? Потому что он заработал.
По-моему, даже все же очевидно. Можно задать вопрос? Такой касающийся всех. Да. Вы сказали, что практически везде, где вы были, люди жаловались на то, что им трудно интегрироваться в новую среду. Вот зададимся вопросом, почему? Почему трудно интегрироваться в новую среду? Ну, они так думают, да. Но вот почему? Почему они так думают или почему трудно интегрироваться? Это разные вопросы. Мне трудно сказать, трудно ли на самом деле интегрироваться. Надо если задаться думают. четким вопросом. Хорошо, почему им трудно интегрироваться? Или почему они так говорят? Это разные вещи. Нет, почему им трудно интегрироваться? Трудно интегрироваться. Шаг номер 1. Что такое интеграция? Ключевое слово интеграция, правильно? Вот можно посмотреть в Википедию. Или вообще, если вы на такие абстрактные темы рассуждаете, всегда неплохо заглянуть в Википедию. Потому что что такое Википедия? Или там словарь? Это то, как принято в этом социуме думать на эту тему. Это определение, скажем так, принято в социуме. Смотрим, интеграция. Сейчас почитаем все. Все же написано. Интеграция от латинского соединения. Процесс объединения частей в целое. В зависимости от контекста может подразумеваться там разная политическая интеграция, социальная интеграция, процесс установления оптимальных связей между относительно самостоятельными социальными объектами. О, нравится определение? Берем его за начало рассуждения. Еще раз, социальная интеграция – это процесс установления оптимальных связей между относительно самостоятельными социальными объектами. Принимается? Еще раз. Что получается? Что социум с точки зрения этого определения выглядит как? Есть отдельные объекты, и между ними есть устойчивая социальная связь. Да? Значит, появляется это вот немецкое, датское, французское, бельгийское общество, да? И появляется в обществе кто? Некий мигрант, который что должен сделать согласно этому определению? Социально интегрироваться. То есть что? Установить устойчивые связи с членами конкретного социума, в который он попал. Да? Ну, что мы здесь на себя берем за аксиому? Если понятие социума мы не рассматриваем, понятие связи, да? Если мы дополнительно будем, хотя по идее их надо определить, но давайте попытаемся порассуждать без определения. Если не хватит, тогда уже берется, тогда ныряем под основание наших аксиом и рассматриваем их. Тогда мы уже будем определять для себя, что такое связи, социум и этот самый. Ну, пока так вот, на уровне здравого смысла. Значит, человеку надо установить связь. Правильно? Ну, первое препятствие, с которым он сталкивается, он говорит на другом языке. Правильно? Язык. Язык учить, особенно взрослому человеку, не просто даже методом погружения в среду. У людей разные языковые способности. Язык это, прежде чем язык станет устойчивой системой связи, надо загрузить определенные нейроны, вырастить туда определенные аксоны. То есть человек должен, говорящий на новом языке человек, это биологически другое существо по сравнению с тем, которым он был до того, как он выучил язык. Ну, то есть надо биологически себя изменить. Это трудно? Трудно. Второй момент. Существует в социуме одно из ключевых понятий для любого социума – это норма. Что такое хорошо, что такое плохо, как себя вести. Норма в любой стране, другой, радикально отличается от нормы, к которой он привык. Правильно? Начиная с того, что он не знает, как платить карточкой в метро, да, проезжать, парковаться, выезжать. Мы вот с Настей уже эксперты по парковкам в разных частях Европы, потому что везде все по-разному. Везде по-разному. Разные, от города из города разное, а уже в разных странах абсолютно по-разному. Уже выучили все варианты по оплаты парковок и так далее. Где-то предоплата, где-то после оплаты, где-то там туда суй, где-то карточка проходит, где-то не проходит, где-то там надо идти куда-то, ну, короче, всякие варианты. Значит, норма. А норма, она очень широкая. От обычаев, существующих в этом социуме, а он усваивается только в детстве, с детскими сказками, с детскими праздниками, до правовой базы, например, налогового законодательства, которое надо знать. Сложность заключается в том, что человек не может это все выучить, а потом начать действовать. Он переехал в новую страну, сразу нужно методом пробы и ошибок. Люди болезненно воспринимают ошибки и очень болезненно воспринимают что? Вываливание за границы нормы, когда они нарушают. Это крайне болезненный тяжелый процесс. Значит, постоянное нарушение нормы, связанное с тем, что ты ее не знаешь, не чувствуешь границ, это тоже болезненный процесс. Третий вариант какой? Деньги. Богатство – это социальное явление.
Не бывает абсолютного богатства, но всегда бывает богатство в рамках определенной культуры и достаток. Все лица, всегда эмигрировавшие с огромными деньгами, во втором поколении обычно разоряются и становятся средними членами социума. Вне зависимости от того, сколько вы вывезли, предыдущее поколение, усредняется по своим способностям второе поколение. Например, 3 волны русской эмиграции, которые были еще до 17 года, было 3 основные волны. Я с ними имел дело в Лондоне, нас знакомые. Ну, в Оксфорде как раз. Там была волна эмиграции после первой русской революции. Они бы, княжна какая-то там, Чарторышская была, то ли еще кто-то, она говорила, что ее отец вывез там какие-то абсолютно сумасшедшие деньги, $1 800 000 по современной этой цене. Она говорит, во втором поколении, а она уже работала с этой прислужницей в церкви. Потому что англичане не воспринимают богатство это социальное явление. Значит, чтобы стать состоятельным или хотя бы сколько-нибудь заработать, нужно пройти все это, язык нормы освоить. Как бы, да, даже если вы врач там, или какой-то специалист признанный, значит, надо переподтверждать специальность, это головня, и так далее, как бы, да. И вы тогда начнете, богатство это, короче говоря, качество связи и их обслуживание на самом деле. То есть здесь богатство попадает во что, или состоятельность, попадает в ту же ловушку. Основная задача установить связи, и оно же делает вас состоятельным, сколько-нибудь материально. То есть тут змея, кусающая себя за хвост, двойная ловушка, да, получается, антином. И так далее. И дальше нужно рассуждать. Или вот этого втроем уже хватает. Более того, здоровье. Молодым это еще непонятно, но люди постарше знают, что такое перемена климата и всего остального, акклиматизация, пошло-поехало, посыпалось. То есть это просто вживление в другую среду. Выстраивание этих связей – это крайне болезненный процесс, тяжелая ошибка, а мы знаем, что какую роль на Западе играет репутация. Значит, человек оказывается в двойной петле. Он не может не вредить своей репутации, просто потому что многих вещей не знает. И в то же время ему надо отстроить репутацию. То есть для того, чтобы правильно отстроить свою репутацию, он должен совершить определенное количество ошибок, связанных с нарушением языка, нормы и всего остального. И это тяжелый процесс, потому что человек вываливается из зоны комфорта и вынужден совершать вещи, которые его, грубо говоря, делать ошибки, чтобы научиться не делать ошибок. Это крайне болезненная штука. В детстве это прощается, ко взрослым людям совсем другие предъявляются требования, и это как бы важкувато. Ну вот вам ответ. Есть, их можно случаи изучать. Да, там отдельно. В чем секрет их успеха? Но это будет отдельное рассуждение. А рассуждение это всего лишь ходы. Прежде чем пускаться рассуждать, нужно спросить себя, имеет ли это рассуждение для меня ценность и актуальность, есть ли у меня на это время и ресурс. Если оно имеет ценность и актуальность, то по времени и ресурсам мы, по-моему, уже проигрываем. Не получается. Поэтому я бы очень хотел на эту тему порассуждать, но пока не будем, потому что времени уже. Надо ответить еще на другие вопросы. Да? Понятно. Вот это было рассуждение, я не считал, сколько ходов мы сделали, но ходов 6 сделали. И вы можете, если так порассуждать, можно, например, спросить, а в чем проблема моей интеграции? Может, мне язык подтянуть? Может, я какую-то норму не понимаю? Может, у меня здоровье? А может, я никак не могу отстроить устойчивые качественные связи для того, чтобы эти качества, по принципу обратной связи, ко мне пошло деньги и достаток, и репутация, и так далее. Может, есть объективные факторы? А какие? Внешние. То есть общество построено таким образом, что они не воспринимают иностранцев. Вот, это тоже во-первых, это субъективный фактор, а во-вторых, это все складывается отсюда. Например, в норме, это часть, то, что вы говорите, это часть вот этой нормы. Например, в норме этого общества может быть нормой являться, что неприятие иностранцев. Это часть нормы. Это частный случай вот этого второго пункта. По-моему, на сегодняшний день обществ, кроме там восточных и северных. Ну почему? Ютланд, датчане нам рассказывали, вы тут в восторге от Копенгагена, вы поедете на Ютланд, вы сразу все поймете. Они даже датчан не переваривают, многих, которые говорят по-другому, да, из других регионов, потому что там суровые рыбаки, которые вот типа там в море ушли, там просоленные, и им вот это вот с малейшим акцентом говоришь, на тебя так шпион и предатель, чужой. Очень узкий социум, очень, сунуться невозможно. А Копенгаген такой, веселый, как бы космополитичный, там все такие. Я когда увидел аудиторию, которая передо мной собралась, я так, рыжие, такие, аудиторию, ну все такие яркие, да, индивидуалы, да, такие все. Нет, там наши были, но они уже усвоили вот эту фишку, да. Очень разные люди, видно, что каждый одет в своем стиле, у каждого позиция, у каждого подача, там, ну, такие интересные. Копенгаген в этом смысле такой яркий. На стольких языках говорят, я думала, забужусь, ну, немецкий, английский, русский, потому что они там не попалось, как они... Ну, необходимости не было.
Вы сказали, что уже немного времени осталось. Мы прошли только... Я не знаю, сколько времени. Ну да, мы прошли, то есть я услышал только первую часть, рациональное мышление. А рациональное действие... А вот теперь рациональное поведение. Я вам очень быстро расскажу. Значит, существует такая просто, когда это как перевал. Перешли, остановились, отдохнули. Пошли дальше. Теперь смотрите. Существует 3 способа себя вести. Основных. Их много, но вот мы рассмотрим основные ошибки в нашем, собственно, в русскоязыческом принято. Давайте мне таблеточку. Значит, это принцип так называемого взрослого, ребенка и родителя. Вот идет человек по жизни и натыкается на препятствие, например, на стул. Бах. Значит, позиция ребенка какая? Из этого надо сделать либо игру, да, либо трагедию. Ну, грубое препятствие. Меня бросил муж или меня бросила жена. Все плохо, ужасная трагедия. Либо позиция ребенка какая? А давайте сделаем из этого веселую игру. А я тоже ее брошу. Или его брошу. И начинаются вот эти вот тяги, кто кого перебросит. Позиция, способ повести себя, столкнувшись с стулом, то есть ребенок скажет, это не стул, это злой волшебник, кинул мне стул под ноги, и это вообще дракон, который сейчас превратится во что? Вот это я с ним буду сражаться. Круто, играем в эту игру. Или ужасно, стул упал перед этим, не могу пройти, и праздник отменяется. Это ребенок так себя ведет. Родитель ведет себя как? Он начинает это критиковать. Критика. Обычно это делает по отношению к кому-то другому, но он может сказать так, моя жизнь никуда не годится. Чертова страна, где стулья попадаются, это под ноги. Почему я вообще должен с этим жить? Я такой высокий, достойный и так далее. Вдруг вынужден считаться с вот этими стульями, которые мне попали. Это любимая родительская игра. А третья игра какая? Игнорировать. Вторая, вернее. Никакого стула нет. А почему же вы пройти не можете? Я не знаю, но я не очень-то и хотел. Но нет никакого стуля, да. Так вам же вперед. Не, я уже даже не думаю, что мне вперед. Я даже вот стула нет. Не очень-то и хотелось, да? Да, вот и все. Вот это вот поведение родителей. А поведение взрослого человека, рациональное, оно на чем основано? На признании вещей. Просто вот я наткнулся на стул. Вот он стул, понимаете? Родители в какую игру любят играть еще? И дети. Они говорят, это, наверное, карма. И это злое мироздание, наверное, подсунуло мне этот стул. Этот стул вылез из прошлой жизни. Это я заслужила, потому что я кого-то там не того сжег в 17 веке. Это эгрегор мне подсунул стул. Или это меня догнал архетип и коварно стал передо мной, да. Или там это мировая закулиса, евреи и масоны подсунули мне этот стул. Или это там исламские мигранты меня там, да, засунули. Кто угодно виноват, но только не. Только стул может быть чем угодно, но только не стул. И только у взрослых нормальных людей стул это стул. И ему говорят, подожди, ты что, не видишь, что это карма тебе? Это карма. Он говорит, да, пусть это под стула карма. Подсунула мне карма. Я допускаю Бога, мироздание, эгрегор, мигрантов, заговор всемирный и так далее. Но это же стул. Тебе подсунула его там какая-нибудь там это. Да, подсунул. Но это же стул. И вот я имею дело прямо со стулом. Неважно, кто его подсунул. Это просто стул. Понимаете, вот он. С признания вещей начинается факт. А это значит, что стул можно поднять, убрать, сесть, забрать с собой. Ценное приобретение. Перепрыгнуть, обойти, в конце концов развернуться, уйти назад. Но это стул, понимаете? И тогда начинается очень важный принцип, потому что рациональное мышление – это хорошо, но должно быть рациональное поведение, оно строится на принципе обратной связи. То есть мы должны признавать действительность так, как она есть. У меня был товарищ, который был умонсовец такой еще в 90-е годы, Абхазия, Грузия. И он такой красавец был. Кожаная куртка, 2 пистолета и все дела. И он встречался с дочкой одного очень высокопоставленного человека в Украине, на уровне замминистра. Старого проверенного бюрократа и так далее, и так далее. И вот однажды он не успел выскочить из дома, из спальни дочери. И так пробегая в коридор, там подхватывая куртку, ботинки, на ходу одевая джинсы, папа сказал, молодой человек, а можно вас на секундочку? И они засели за стол, начали разговаривать, 5-10, выпили. А парень был такой. И он говорит, вы бюрократы, вы, говорит, сволочи, вы гады-негодяи, а самое главное, что вы полные, тотальные лицемеры. Я сплю с вашей дочерью у вас дома на глазах полгода, вы это знаете, вы это не одобряете и делаете вид, что ничего не происходит, что вы этого не знаете. Мужик был здоровый, он берет его за шкирку, через стол переволакивает, говорит, а я и сейчас этого не знаю, понял? И посадил на место. И потом он ему объяснил бюрократическую мудрость, что если ты не хочешь реагировать на сигнал, сделай вид, что ты его не получил. Какое это поведение?
Взрослая. Ну, родительская. Игнорировать. Ребенок сделал бы из этого игру. Молодой человек, вы спите с моей дочерью, ну, там, у меня есть ответное предложение, круто, давайте поиграем. А я сделаю вид, что я сплю с вашей мамой. И так далее, и так далее. Короче, сыграем в эту игру. Либо трагедию. Боже, почему вы спите с моей дочерью? Не спасите с меня, я так ужасно, я сейчас застрелюсь и так далее. А это просто стул, понимаете? Вот так, как он есть. Стул. На обратной связи все построено. Поэтому мы задаемся вопросом. Есть стул. Сильно ли он мне мешает пройти вот туда? Можно ли его убрать? Ну, можно, по-моему. Ну, все, вроде как не мешает. Я его поднял, ничего не взорвалось, никто не бежит ко мне возражать. Кто? Обратную связь от мира собрал? Ну, нормально. Хороший стул заберу. Посмотрю, будет ли кто-то возражать насчет того, что я забрал. Вроде никто не забирает. Ну, значит, я еще и стул приобрел. В этом жизненном испытании. Все. Ну, все же игнорируют, Да. И есть огромный соблазн в нашей культуре вести себя как ребенок. То есть, столкнувшись со стулом, с препятствием, любым. Мы делаем из этого игру или трагедию. Взрослый делает либо игнорирование, никакого стула нет, либо критику. Ого, дура набитая. Уже пройти нормально не можешь, чтобы на стул не наткнуться. Тоже мне дочь. Да, родитель. Тоже мне дочка. Постоянно стулья тебе какие-то попадаются. Нормально пацана нашла. А взрослый, он просто говорит, что стул и стул. Сейчас будем думать, что с этим стулом сделать. И собирает обратную связь постоянно на каждом этапе. Понимаете, да? Вот и все. Все взрослое поведение. Значит, у меня нет денег. Или я плохо интегрируюсь. Я просто, 10 минут, сейчас я заканчиваю. Я плохо учу язык. Ну, любая проблема из того, что мы описали. Что делает ребенок? Ой, какая прикольная игра, я буду жить так, как будто мне язык как бы и не выучивается. Или это ужасная трагедия, я не могу выучить язык, у меня нет способности, я никогда не интегрируюсь в немецкое общество. А родитель делает вид, они как эти старушки на Брайтон-Бич. А как там в Америке? Да мы туда не ходим. Да? Как бы, да, мы живем в русском квартале, туда не ходим. Или, например, критика. Ой, мы живем уже 5 лет в Америке, эти проклятые американцы до сих пор не выучили русский язык. Да, как бы, да. И так далее, и так далее. А взрослый говорит, я не могу выучить язык, значит, этому существует что? Наверное, какие-то объективные причины, наверное, как-то можно установить, пойду к учителям, пусть оттестируют. И существуют такие вещи, как объективные тесты, да, они показывают на слабые места, их можно подтянуть. Деньги на тесты можно заработать, можно найти бесплатную программу там, и так далее, и так далее. Короче, поискать. Это всего лишь, я плохо знаю язык всего лишь. Это все, с этим можно работать. С этим можно работать, понимаете? Так с любой проблемой. Но есть вещи, которые нас пробивают, мы же все-таки люди, да? Есть вещи, на которые можно посмеяться, есть вещи, которые действительно болезненны. Вот девушка там потерпела очередное крушение в любви. И она сидит и думает. Наверное, это ужасная трагедия, да? Я сделаю из этого трагедию. Или я сделаю это за игру. Значит, я так сделаю, чтобы я с его лучшим другом, он меня увидел там в каком-то баре и понял, кого он потерял, и как, а я буду веселая, счастливая и красивая, да? Игру. Взрослый вариант какой? Я буду игнорировать. Буду жить как жила, потому что кто там, родитель, кто там меня бросил, не важно. Важно, что как бы, у меня есть мои обязанности должностные, у меня есть там обязанности перед самой собой. Ничего я пожалуй. Плевать хотела, все отлично. Значит, да. Это родитель. И вариант какой второй еще? Критиковать. Вот он сволочь, он козел, мужики козлы, да-да-да. Или, кстати, критики относятся тот раздел, когда мы обвиняем карму кого-то. Это, наверное, карма у меня такая. Я, наверное, в прошлой жизни наказнилась мужиков. Или была змеей, да, была ведьма и так далее, и так далее. И теперь, наверное, у меня вот такая вот. Да. Понимаете, теперь я за это расхлебываю. А женщина, которая взрослая себя ведет, говорит, есть конкретный Петя, мне с ним конкретно не повезло. Почему? Потому что вот это все можно разобрать, подумать, да. А если у меня системный фактор, что мне 3-й раз не везет с Петей, я в результате размышления, да, понимаю, обратной связи от своей жизни, понимаю, что если 3-й муж бьет по морде, виноват не муж, а морда. Как бы, наверное, надо что-то с мордой делать, и она может это установить и попытаться с этим что-то рациональное сотворить для того, чтобы решить эту проблему.